Nexon X11, ну или RTX 2 получили обновление. Yugus SK2 тоже обновляется, ну или пока тестируют патч от Realtek на адаптивный Dolby Vision. Презентация. Очень тихая презентация магазина ТВ-бокса вот Технозон в Украине. Ну и, конечно же, два ТВ-бокса, про которые прошли так мимоходом всех, но про которые мне, честно говоря, стыдно. Начнем конкретно все по порядку на канале Технозон. Это вот на октябрь дайджест такой небольшой. Поехали. Ну что, начинаем с того, что вот после того, как прошумело обновление на GX1, конечно же, Nexon X11 или RTX 2, как многие считают, что это один и тот же ТВ-бокс, вот он, пожалуйста, лежит у меня на столе, получил обновление. Ну, тут у меня X4, давайте я вернусь на Nexon X11. Это Hamatix, сейчас. Вот он, Nexon X11. Я вам объясняю. Дело в том, что когда мы еще проектировали этот ТВ-бокс, и кто-то считает, что этот ТВ-бокс мы не проектировали, давайте я вам открою тайну. Кто-то знает вообще, как вот Vontar RTX 2 расшифровывается? Vontar — это фирма, которая купила у Rocktech OEM, а RTX 2 это Rocktech X2. Именно вы же знаете, что компания Nexon, производитель украинских ТВ-боксов, сотрудничает тесно с Rocktech, как OEM производитель, часть ТВ-боксов Nexon производит своих прямо здесь в Украине, сборочные, получают процы и все остальное, компонуют платы, это действительно есть такая штука. Режут эти пластины охлаждения, все устанавливается и все собирается полным циклом. То некоторые ТВ-боксы разрабатываются в паре с теми, кто может это сделать. Например, Realtek платформу ты на самосбор никогда не получишь. И когда мы вот это вот действительно проектировали с нашим участием этот ТВ-бокс, мы свою часть оплатили, выкупили Nexon X11 под наши проекты, а остальную часть, которую оплатила Rocktech, они продали как OEM, и оно ушло на Vontar именно как RTX 2 без HDR 10. И вышли они раньше именно потому, что мы пока ждали сертификат HDR 10+. Именно там HDR простой есть, а HDR 10+ мы ждали на Nexon X11 пока сертификацию. Это достаточно долгий процесс, чтобы вы знали. И стоит он немало, там $2500 в год надо платить. И мы пока ждали это все дело, там допиливали пульт и выпускали уже, то это наш ТВ-бокс. Это наш ТВ-бокс, который мы выпускали в коллаборации с Rocktech, которые там и платы мы смотрели, и смотрели, что лучше, какую память ставить, как удешевить, да и охлаждение у них-то разное. Мы охлаждение тут сами, знаете, как это целая лаборатория, мы тут нарезали, лазерную резку делали этих пластин и выясняли. Знаете, еще такая история, кстати, интересная. Не знаю, рассказывать или нет. Когда мы делали охлаждение, то мы нашли, у нас там человек, директор, один из директоров Nexon, Дмитрий, он пластину поставил, которая рифленая, которая на пол ставится, да, алюминиевая, он ее поставил, и она с такими пупырышками для того, чтобы не скользила. У него получилась площадь отдачи больше, теплоотдачи, чем у простой пластины. И мы тогда получили нормальный эффект, и уже под эту пластину мы подбирали именно теплоемкий материал. И уже потом мы нарезали и сделали прикольное охлаждение. Но не столь суть дела. Когда мы выпустили, да, само собой, мы торопились ее выпустить, потому что RTX 2 просто нам перебило все планы, и там были какие-то детские болезни. Да? Ну вот давайте мы включим сейчас сам по себе ТВ-бокс, вот, пожалуйста. То есть, это не тот пульт. Вот он. Там были детские болезни, то есть была медленная реакция на пульт. Из коробки ЦИК был включен и не регулировалась, допустим, эта громкость. Сейчас она абсолютно классно регулируется, все отлично. Да? При том, что там были еще какие-то мелкие микрофрезы, где-то там в YouTube какие-то мелкие дропы. Все это на текущий момент исправлено. Тех владельцы X11, я не знаю, какой RTX 2 будет, потому что на X11 конкретно обновление мы сами заказывали, запускали через воздух. То есть владельцы Nexon X11 в Украине будут получать по воздуху. Сейчас покажу. Кстати, вы видели температурку? Посмотрите, вот это конкретно. Вот вам сборка, версия ядра. Это конкретно то, что выпускалось под нашей гидой на 14-м андроиде. И на текущий момент этим уже намного приятнее пользоваться. Новые ТВ-боксы, которые сейчас идут в Украине, продаются, они идут только на новой прошивке. И, кстати, если говорить про какую-то цену,
цену, то, пожалуйста, смотрите, 2390 за версию 4 на 32 с 1000 мегабитным LAN, с Realtek 1325, с AI-SAR, AI-PQ, это фишки искусственного интеллекта там, с апскейлингом и со всем остальным. Еще и, кстати, он с промокодом Технозон, то есть вот, если вы покупаете, и, кстати, это на technozone.com.ua, это мы сейчас подходим к фирменному магазину Технозон, с промокодом Технозон вы получаете еще и скидочку 120 гривен, а еще в подарок предоплату на Nexon максимальный на 6 месяцев, на Свит ТВ L на 6 месяцев. Извините, это просто-напросто шикарная цена для тех, кто не хочет сертификат и хочет Realtek на 1000 мегабитном лане. Хороший вариант с классным охлаждением, рекомендую, ссылки в описании под видео. Но из этого выходит вот наш магазинчик. Да? Мы долго вынашивали эту идею, но к нам попасть не так-то просто в магазин. У нас здесь, во-первых, не просто магазин, у нас есть шикарный блог в этом магазине, вы можете заходить, читать новости, мы там даже некоторые видеокомментарии наши даем, вот, пожалуйста, можете посмотреть, да, то есть на Технозон Украина. Это не просто сайт-магазин, это еще и такой развлекательный какой-то портальчик небольшой. Что на текущий момент здесь есть? Здесь есть то, что конкретно уже в закупе, то, что вот пошло там Rocktake, да, на которые есть официальная гарантия, да, с подарками, с промокодами Технозон, которые работают. Здесь есть, конечно же, вся линейка Nexon, как партнера нашего. 16 позиций у нас здесь по Nexon представлены, из которых Nexon X11, Nexon X12 это прям топ. Есть две новинки Nexon X2, Nexon X4. Это единственное, что вот я могу... Ну вот мы сейчас вернемся к колл-виннерам, я вам объясню позицию свою, вообще свою. Если вам не хватает югусов и чего-то другого, здесь у меня есть он, в принципе, Kikpi, допустим, есть даже Hamatix, да, вот Hamatix Boxer Lite 4K, и как бы вообще все отлично. То есть мы оказываем официальную гарантию, даем официальное обслуживание, есть горячая линия, все отлично. И, конечно же, тут все с подарками. Но если вам, допустим, мало чего-то, то заходим на Nexon. Промокод Технозон на Nexon тоже работает. А здесь есть и югусы, по-моему, да, здесь есть намного больше ТВ-боксов. Просто я для себя пока модельный ряд формирую. И именно то, на что я могу дать нормальные, скажем так, цены, нормальное обслуживание, нормальную гарантию. Здесь вот есть и Kikpi, здесь даже иксы какие-то, таниксы есть. Можете зайти тоже посмотреть, ссылка в описании под видео. Но не столь суть важно. То есть магазинчик уже есть, начало положено. Заходите, пользуйтесь, много подарков, много всего будет вам там очень-очень скоро. Это конкретно для Украины. Теперь Югус SK2. Югус SK2 тоже это ТВ-бокс подобный, как Rocktake GX1, только он немножко дороже и с вот таким вот, с такой Type-C-шечкой сделан. Он получил, на текущий момент получает обновление, он уже получил патч, который исправляет адаптивный Dolby Vision, там будет адаптивный Dolby Vision, Google TV 14, и как бы тоже все отлично. Откатить назад нельзя, сразу говорю, Realtek 1325, это тот же самый, допустим, Rocktake GX1, на который мы уже делали обзорчик обновления, вот, пожалуйста, видите, вот, очень крутой ТВ-бокс, у нас можно его купить с подарками 4 на 32 и с промокодом Технозон, и он уже тоже точно так же получил патч с адаптивным Dolby Vision. Пока что до официального обновления работает он с некоторыми мелкими ошибками, нет пока AI-SAR его убрали, зато заработал VS10 режим для SDR телевизоров, который конвертирует и Dolby Vision, и HDR конкретно в SDR. Это выглядит просто фантастически. Для проекторов это один из лучших, для, допустим, там, для SDR телевизора это прям вообще подарок. Люди прям кипятком там ошпариваются из-за вот этого, ну, вы поняли, да, аллегорию мою, из-за этого ТВ-бокса, именно как он воспроизводит все в SDR. Тут как бы вопросов нет. Я думаю, что Югус тоже найдет свою нишу с Wi-Fi 6, с Realtek 1325 на новом андроиде. Пожелаем ему удачи, все будет хорошо. Ну и ТВ-боксы, за которые мне стало стыдно. Tanix TX13. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я вам объясню, в чем вообще вопрос. Смотрите, я сейчас даже... Я нашел их, чтобы вы понимали, да, TX13 и TX11, они даже до AliExpress пока не дошли. А знаете почему? Смотрите, я сейчас включаю TX13. Я получил Tanix TX13, я его включаю. Вы знаете что, я на него просто отказался делать обзор. Я вам объясню, я его продаю и получаем вот такую картинку. Для меня All-Winner это всегда были дно процессоры. И когда за них просят какие-то нереальные деньги, для меня это было, ну, стрёмно.
Но давайте вот по-хорошему, если их правильно запозиционировать и понимать, для чего они нужны, и если дать на них хорошую цену и официальную гарантию, вот, пожалуйста, все, device not activated, до свидания. То есть, что мы получили? Мы получаем нерабочий девайс, с которым нам нужно еще морочиться. Извините меня, с этим заморачиваться не буду, и такая вот фигня меня не устраивает. То же самое Tanix TX11 на H313. Был Bluetooth, был в описании Bluetooth пропал, включаем, ищем в меню, его нету. Ну, вот такая вот ситуация. При том, что раньше здесь было даже сравнение табличка пропала. Потому что тот же самый Tanix TX68, который был на Allwinner, он у них работает лучше. И прям вот классный был, понимаете? А сейчас, ну, выпустили, что выпустили. Тот же самый корпус, как у Tanix TX5+, не знаю. Моя позиция по поводу... Давайте включу вот про что я говорил, Tanix TX13, у них была табличка, да, там, ну ладно, то не про то. Моя позиция по поводу Allwinner, то есть вот если, допустим, выпускали вот Tanix Nexon X4, Nexon X2, Allwinner H618, H313, но давайте так, какое же позиционирование правильное этих ТВ-боксов? Это вот самые простецкие, вот как у нас в Украине, стриминговые сервисы Світ ТВ, Мегого, например, Киевстар ТВ, Nexon ТВ, ЮТВ. Это все, что вот на что способны эти ТВ-боксы и базовый YouTube. На больше я их никогда бы не позиционировал. И вот да, их можно сейчас купить, вот в таком варианте его можно купить. Как базовый YouTube и стриминг ТВ-бокс за 1590 гривен минус промокод, это будет еще там, грубо говоря, минус какие-то деньги. И плюс еще получить в подарок год предоплаты. Опа! А вот это уже интересно, да? И уже мы на это смотрим по-другому. А если еще и как вот перегревается или не... Ну, во-первых, в Nexon правильно сделано охлаждение через пластину, через термоинтерфейс, и он не греется. Нормальная прошивка, Android TV прошивка, кстати. Смотрите, вот, пожалуйста, она... Блин, где она здесь? Вот, Android TV прошивка. Голосовой пультец, и ты уже понимаешь, такой, стоп, секундочку, а ТВ-боксик-то купить-то маме смотреть Мегого можно? При этом цена обойдется. Еще и 2 года официальной гарантии тоже нормально. Ну вот, видите, и совсем другой момент. А когда тебе позиционируют мега топ ТВ-бокс, смотрите там, High Performance, Android 14, 4K Ultra HD Resolution, да он 4К в сраку. Видите, здесь написано 4К 60 FPS, а это вранье, 4К 30. И здесь они ниже пишут 4К 30, а зачем такое делать? Если изначально я всем говорю, вот покупайте Full HD, Full HD решение. Либо 4К в SDR на 24 кадра, либо 30. И все, потому что 50 уже в 4К он не потянет для 4К IPTV телевидения. Вот и все. Поэтому новости такие. Вот подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки все в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.